По просьбе моих подписчиков я сегодня хочу вам рассказать, как я приспособил свою узковысокую рамку к польским медогонкам, которые у меня имеются. Одна польская медогонка – это четырехрамочная, электрическая, с ручным управлением. А вторая медогонка – автомат, шестирамочная, оборотная, она на 12 вольт. Если вам понравится это видео, то ставьте лайк, подписывайтесь. Обязательно задавайте вопросы, всем отвечу. Участвуйте в комментариях, делитесь своим опытом. Поехали! Добрый день, уважаемые пчеловоды, мои подписчики. Это пасека Лаврова, Витебская область, Беларусь. Сегодня 28 августа, и я решил по просьбе моих подписчиков рассказать и показать, как я приспособил узковысокую рамку, украинская рамка так называемая, к своим медогонкам польским. Вот для этой медогонки, она небольших размеров, рассчитана на 4 рамки. Особого труда не составляло мне применить рамку. Дело в том, что, видите, устройство кассеты здесь очень простое. Если я вставляю рамку додановскую, где у нас плечики сбоку, то она становится хорошо. Так же самое и узковысокая рамка, по размеру то они у нас одинаковые, только здесь разница, что короткий брусочек с плечиками, а у додановской боковой брусочек с плечиками. И вставляется, здесь свободно, видите, вставляется. Вот 4 рамки. И здесь кассета сделана интересно. Видите, с одной стороны у нас как бы кассета ограничена решеточкой, а со второй нет. Поэтому все так просто. И включается она и работает довольно просто. У нас ручное управление. Если мы включаем, вот она вращение у нее. И можно это вращение регулировать. Я даю больше оборотов. Если нужно только равномерно распределить медовые рамки, вот это нужно учитывать. Здесь проблем никаких нет с этой медогонкой. А вот с этой медогонкой шестирамочной у нас немножко сложнее дело было. И приспособить эту рамку было сложнее. Но так как размеры рамки додановской и узковысокой одинаковые, значит, перестроил я ее, и нормально она работает. Так как она оборотная, значит, здесь механизм специальный с пружинками, который позволяет в одну сторону кассету откидывать и во вторую. И когда вот я вставил эту свою рамку в эту кассету, и у меня что получилось? Ведь у меня на короткой стороне брусочка плечики, поэтому эти плечики уже мешали механизму откидывать рамку в одну сторону, во вторую. А здесь как раз крепятся пружинки. И мне пришлось подложить колодочку в самой рамке, сделать так, чтобы она выше была, рамка. И тогда механизму уже мешать. Ну, сейчас посмотрите сюда. А с этой стороны плечика касалось вот этой вот крепления этого. Поэтому пришлось с этой стороны уже пластинку закрепить, чтобы плечико ползало по этой пластинке. И рамка откидывалась к одной стороне кассеты и ко второй, когда переворачивалась. Значит, ну вот такие 2 сложности, которые мне пришлось преодолеть. Я решил, просто поднял рамку за счет колодочки и плечико, чтобы не цеплялось, прикрепил пластинку. Ну, сейчас можно здесь посмотреть. Значит, смотрите, видите,
эти вот пружинки, которые потом при центробежной силе они откидывают кассеты в сторону. При остановке они откидывают кассету в другую сторону. И вот когда я опустил свою рамку, то уже плечика не касается этих пружинок. И здесь крепление этого. Ну, а со второй стороны плечика у меня пластинка. Плечика ходит по пластинке, поэтому она откидывается хорошо в одну сторону, рамка, и откидывается во вторую сторону. Ну, сейчас мы поставим кассету поставим на место и покажем, как она работает. Ну вот, мы поставили кассету на место, закрепили пружинки, чтобы привести в рабочее состояние. Поставили рамку внутрь. Видите, рамка не касается этого механизма, где пружинки. Она не будет мешать кассетам отклоняться в сторону. А эта сторона плечика будет ездить по этой пластинке. Она легко тогда в одну сторону откачивается во вторую. Сейчас мы покажем, как она работает. Здесь все установлено. 6 рамок поставили. Можно запрограммировать автоматически. Она будет в одну сторону откачивать, потом автоматически во вторую. То есть мы участие не будем принимать. А можно вручную ее запрограммировать. Ну, поверьте, что в автоматической, что вручную все это хорошо работает. Ну, мы вручную, быстренько, чтобы вам показать, как она работает. Обращаем внимание, здесь показано, что стрелочкой указано, какое направление. В данном случае вот по часовой стрелке. Вот можно ближе подойти и показать. Стрелочкой показано, что по часовой стрелке. Мы включаем. Вот она заработала. Обратите внимание. И кассеты отклонились в ту сторону. И барабан вращается по часовой стрелке. Сейчас мы отключим. Мы поставили вручную. Вот отключили. Ну вот, мотогонка остановилась. Теперь нужно, если это в ручном положении, если в ручном мы в режиме поставили, значит нужно уже поменять. То есть по часовой вращался барабан. Теперь нужно включить. Вот, переключили в обратную сторону. Тоже включаем. Видите, вот она стала вращаться уже. Ну, даже не открывать можно. Вращаться в обратную сторону. То есть я хотел этим сказать, что при отклонении кассет рамки не мешают. Вот я так установил, ну отключим. При отклонении кассет рамки не мешают отклоняться кассетам в одну сторону и во вторую. Поэтому, в принципе, как я вам показал, как я переделал, вот так можно сделать. То есть приподнять немножко рамку, я подложил колодочку. И чтобы плечико сбоку хорошо ходило по пластинке, я закрепил пластинку. Но на месте, кто уже будет переделывать, на месте там дома у себя, то вот этих вот 2 таких изменения можете сделать, и у вас все получится. Если что вам непонятно, задавайте вопросы, я всем отвечу. Участвуйте в комментариях, ставьте лайк, подписывайтесь. До скорой встречи, до свидания.